Всем огромный-огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем YouTube-канале. Я снова давно здесь не была, но наконец-то выхожу с новым видео. Судя по названию, вы уже поняли, что мы летали всей моей семьей в Китай, и нас там ждали, конечно, просто невероятные приключения. Но я не буду затягивать вступление и желаю вам приятного просмотра. Всем привет! Я очень давно не выходила на YouTube на данный момент, но думаю, я уже выпущу где-то 2 ролика. В этот раз у нас новое приключение, и это приключение будет с моей семьей, моим братом, мамой, папой, и мы едем в Китай. Качаем разные приложения для Китая. Тима едет за рулем. На дворе почти май. Снег апрельский закончен. Теперь мы едем по нормальной дороге. Прощала все, но разве можно все прощать? I was born with the wrong side in the wrong house, with the wrong ascendancy. Еще 2 часа. Шел 8 час, как мы едем в машине. Это рестораны готовят. Мы доехали! Ура! Ура! Мы вылетаем, наконец-то. После миллиона проблем каких-то неожиданно возникших, но все хорошо. Так что до встречи. До встречи в Китае. Надеемся. И там мультики показывают. Сейчас мы 6 часов летим в Бахрейн, там 6 часов ждем пересадку, и потом 9 часов летим в Шанхай. Мы прилетели в Бахрейн, я всю поездку спала, потому что я, конечно, очень сильно не выспалась. Вот тут такой аэропорт, посмотрите, детская зона. Мы идем на трансфер. Мы сейчас просто гуляем по duty free. И я снимаю. Очень долго. Короче, балдеем. У нас впереди 6 часов просто тусоваться. Мы Так. идем кушать. И мы буквально провели час в аэропорту, еще 5. Мы общаться будем? Ты смотришь? Смотри, он за мной наблюдает. И за тобой наблюдает. Очень уютный аэропорт. И посмотрите, какие классные сиденья. Картина маслом. Все уже отдыхают. Мы просидели 6 часов в аэропорту. И теперь летим. И наш полет будет составлять 9 часов. Готов? Ровно сутки мы уже в дороге. Смотрите, как прикольно. Водичка вот в такой вот коробочке. Какой-то странный десерт. А тут мясо. И нас снова кормят. Вкусно? Итого, почти спустя 2 суток мы наконец-то прилетели. Паспортный контроль прошли, все отлично, зашли, сидим в аэропорту. Идем садиться на метро. Тима с папой едут на выставку. Тем временем я с этой беспокойной женщиной еду на метро в отель. Мы уже 40 минут едем на метро. Мы проехали только половину одной ветки. Впереди еще одна ветка метро. Продолжаем шагать к отелю, потому что мы, походу, немножко ошиблись все-таки со станции, на которую надо было выйти. Мы все еще потеряшки. Идем вперед, не знаем, будет ли там наш отель или нет. Надеемся, что да. Мы наконец-то добрели. Это робот. Ну пока. Мы ходим в поисках еды. Пока что это нам тяжело дается. Но посмотрите, как вокруг красиво. Посмотрите, какие цветы. Какие зеленые, всякие кустики, деревья. Много людей на мотоциклах, байках. Вот такой вот двор. Пока ждем свою еду, зашли еще в магазин.
посмотрите, тут просто реально лапшичный рай. Столько всего. Мы взяли вот такой сок. Пакетики. Доброе утро, мы наконец-то выспались, ура! Проспали, наверное, часов 13, да? Да. Сейчас идем на завтрак кушать. Там будет у нас тыквенная каша, пшенично-тыквенная каша и булочки с говядиной, да? Все верно. Очень красиво и зелено, правда? Такое солнышко там. И брат у меня такой, посмотрите, какой симпатичный молодой человек. Девчонки, он свободен. Пойдем, пойдем. Все ждут, пока мы пройдем. Будем брать кофу. Да, конечно, очень сложно периодически общаться. Надо включать VPN все время, чтобы переводчик работал. Ну, мы просто, видно, не нашли хороший без VPN. Мы взяли кофе, нам дали наклейки. Кофе. По ценам, кстати, ну, как в Беларуси практически. Мы приехали на выставку. И где здесь выставка? Ближе к современности. Выставка вот там. Офигеть. Вкусно? Дайте роду. Так вот выглядит покупка билетов. В основном все покупают с помощью QR-кодов. Мы покупаем наличкой. Можно так не преследовать, пожалуйста. Я как будто в мультике, да? Там еще и несколько этажей. Всякие сувенирчики. Вот у меня такой мишка с выставки. Магниты какие посмотрим. Едем домой. Уставшие, капец. Что еще раз? Не очень? Я помню, в Португалии они были гораздо вкуснее. Ну, у нас все по лайту. Анпакинг. Дегустация поков. Ну, это вкусно, естественно. А вот это что за напиток? Это клубничный коктейль какой-то. Меня подкупило чисто внешне, потому что похоже на дубайский шоколад. Но, наверное, это будет какая-нибудь невкусная матча. Не знаю. Что-то странное. Это точно не дубайский шоколад. Всем доброе утро. Сегодня идем наконец-то гулять уже просто по городу, проводить время вместе. Собираемся пойти, наверное, в парк, на набережную. Хочется посмотреть, как там все выглядит. Так что да, сейчас идем завтракать. Я иду себе отдельно завтракать и будем тусоваться. Я взяла свои любимые онигири. Курицы терияки и со свининой. Ну, куда мы едем? Парк. Красивый Какой? парк. Называется Юань парк. В первые дни мне было, если честно, очень тяжело, потому что я вроде много путешествовала, во многих странах была, но здесь было объективно сложнее всего из-за того, что язык сложный. То есть не то, что он сложный, он непонятный, в принципе, тому, кто никогда его не учил. VPN тоже постоянно ты его включаешь, чтобы работали наши приложения, в том числе переводчик, который мне нравится, а другой я не нашла. И это просто, посмотрите, как красиво! Так что вот такие дела. Сейчас уже полегче, конечно. Не, ну вы посмотрите, обалдеть! Это шок. Ну что, пошли?
Это золото, да? Офигеть. Обратная сторона храма. Посмотрите на виды сзади меня. Это красотища просто. Ты можешь свалить с кадра. Пришли в какой-то другой парк. Купили манго. Сразу чистая. Сейчас я вам расскажу, как в первый день немножко облажалась с билетами. В общем, я купила по 2 билета, потому что я почему-то решила, что раз есть пересадка, то за каждую пересадку, ну, за каждую линию нужно платить отдельно. Ну, все нормально, я в итоге разобралась, но, короче, я купила 2 билета на человека. И что я думала? Думала, окей, я потрачу один, ну, который должен быть, а потом потрачу другой на следующий день. Так вот нет, вот такие вот билеты бумажные работают 1 день с момента покупки. Вон мотик крутит. Смотрите, какой красивый выход из метро. Звездное небо. А у нас тоже есть такое на станции метро Петровщина. Какие цвета красивые. И цветы. Какие красивые торговики. Выход на улицу сразу. Сейчас пойдем на верхний этаж смотреть на город. Будем смотреть с высоты на вот этот вот прекрасный город. Мы едем на 38 этаж в кафе. Вы просто посмотрите. Смотрите, мы были вот там. Спустились вниз, весь город светится. Обалдеть. Просто все в огнях. Посмотрите. И наконец-то мы доходим к набережной. Много красивых розовых цветочков. Мы пришли в немецкий ресторан. Самое классное то, что он вот с таким шикарным видом. Мне уже принесли грибной суп. Удачи тебе. Оно в конце отпускает. Ну, я хочу мишку. Ну, блин! Вот это нечестно. Оно просто разжимает свою клешню. Зеленый парк подсвеченный зеленым светом. Или это не зеленый свет? Это, наверное, зеленый лист. О! А нет, это все-таки зеленый свет. Мы идем опять в парк, до которого до сих пор все не дошли за 3 дня.
2 часа ночи, день был хороший, пока мы не поняли, что мама потеряла паспорт. Пока что мы не знаем, что нас ждет, будем ли мы оставаться подольше в Китае или нет. Маленькое отступление. В общем, мы потеряли паспорт, предположительно, в ресторане. Почему мы не вернулись в ресторан этим же вечером? На тот момент мы думали, что такси для туристов не работает, потому что все оплачивается QR-кодами. И единственный шанс добраться домой был на метро, которое уже закрывалось. Поэтому мы решили, что поедем домой, а завтра, то есть на следующий день, начнем уже поиски. Я снова в этом храме. Если честно, ситуация патовая, потому что вылет через буквально 1,5 дня, и паспорта нигде нет. У людей праздник, а у нас просто боль, печаль и разочарование. Все еще с доликой надежды, что мы найдем паспорт. Хотелось бы верить. Все еще ходим и ищем паспорт. Успех нулевой. Знакомое место. Мы все еще в поисках. Сейчас будем есть вот это. Красота! Я просто обожаю фонарики, и их тут так много, это жесть! Просто все светится. Потому что очень много людей. Как вам такое красивое яйцо из цветов? Короче, скорее всего, никуда мы с мамой не уедем, но мы все еще питаем надежды. Надеюсь, не ложные. Впервые за всю поездку зашли в МАК. Он тут очень милый. Посмотрите, какие упаковочки. Если честно, я очень хочу лететь домой. Поездка вызвала очень много стресса и нервов, и мне просто хочется приехать к себе домой, просто спокойно лечь спать, проснуться, сходить выпить кофе и просто вернуться в обычную привычную жизнь. Наверное, если бы всего этого не произошло, я бы не очень хотела улетать, но сейчас я просто хочу домой. Смотрите, летающая тарелочка. И мама. Перед вами тот, кто затеял трэш нашей поездки. Мы идем на торговую улицу Нанджинг, если я вообще правильно, конечно, произнесла. Смотрите, как тут прикольно. Музей Мадам Тюссо. Я, кстати, была в Англии. А ты была в музее Мадам Тюссо? Да, там я была. А паспорт теряла? Я везде была. Как вам такой шопинг-дистрикт? Я
За 4 часа до выезда в аэропорт мы гуляли по городу. Мы с мамой, если честно, думали, что мы уже останемся, потому что папе нужно на работу, Тимуру нужно было в университет. Так как я работаю на удаленке, у меня была возможность остаться с мамой, чтобы она не была одна, естественно. Так вот, в этот вечер мы поругались с моим младшим братом очень сильно. Весь день я ездила с мамой по различным пунктам, чтобы попробовать восстановить паспорт, попробовать еще раз поискать паспорт. Мы ездили в миграционку, потому что если ты потерял паспорт, ты не сможешь выехать из страны без визы. Так работает в случае, если ты заезжал в Китай без визы. Так как мы белорусы, у нас есть возможность безвизового въезда. И вот, потратив весь последний день, мы с мамой, жутко уставшие, встречаемся с папой и Тимуром на торговой улице. И Тимур задает вопрос: а вы что, не купили мне магнитики? А всю поездку он жаждал купить магнитики для своих друзей. И на тот момент я очень сильно разозлилась, потому что, честно сказать, мы были жутко уставшие, мы были жутко нервные все. Потому что одно дело, когда ты отдыхаешь в стране, а другое дело, когда ты попал в такую ситуацию. Тем более, когда мы столкнулись с таким впервые в жизни вообще. И вот мы идем по этой улице, все рассорились, ругаемся, кричим, молчим. И у папы в какой-то момент возникает мысль: давайте еще раз сходим в торговый центр, где мы кушали. Тут фишка в том, что мы ходили в этот торговый центр на протяжении тех дней, когда искали паспорт, и, естественно, уже желания ходить особо не было, потому что, во-первых, мы находили 35 тысяч шагов каждый день. Вы просто представьте ноги, вы представьте просто степень усталости и всего, что происходило в тот момент. И мы начинаем спорить, что нам туда идти не надо, потому что мы там уже были, мы спрашивали в ресторане, в инфоцентре, мы взяли у всех контакты. Телефон мой доставали, наверное, каждые 5 секунд с переводчиком, с заготовленным текстом, не находили ли вы паспорт. И в итоге мы спорим и решили послушать папу и еще раз ходить на набережную и в этот торговый центр. Представьте наши лица, когда мы подходим к инфостойке, задаем этот вопрос в миллионный раз, я даже уже телефон показывала просто вот так вот, типа: не находили, ну и всего хорошего. Я показываю телефон, и девушка мне за стойкой говорит: нет. Ну и мы, естественно, такие: ну, конечно, ждала. И через секунду она говорит: а, подождите, не этот ли? И она достает наш паспорт. Мне кажется, в тот момент были все эмоции мира. Мы плакали, радовались, смеялись, улыбались, в общем, все на свете, и мы просто не могли поверить, потому что как раз-таки в тот момент в Шанхае были праздники, в Беларуси были праздники, то есть все миграционные службы, посольства и так далее, все это не работало, и, ну, честно говоря, мы думали, что мы останемся минимум еще на неделю, потому что нужно сделать визу, и в тот момент мы, конечно, просто были на 7-м небе от счастья, потому что мы возвращались домой все вместе, и наше путешествие заканчивалось. Вы не поверите, мы снова пошли в тот же торговый центр, где мы были вчера, когда уже искали паспорт. Ну, без какой-либо надежды на самом деле. Мы еще шли, ругались с братом, потому что он хотел купить магнитики. Мне казалось, что это вообще не вовремя. И в итоге мы дошли до этого торгового центра. Мы дошли к стойке регистрации, стойке информации. И достают наш паспорт. Так выглядит поезд Магнит, на котором мы в итоге покатаемся. Дорогой поезд, самый дорогой способ передвижения среди общественного транспорта, судя по всему. Хотя, кстати, я даже так и не поняла, ездить тут вообще на автобусах или нет. 20 рублей, но ты 8 минут. А так мы потратили 40. А так поехали 40. Да. Сейчас он будет очень быстро ехать. О, прикольно. Короче, вряд ли будет видно, но он сейчас наклонен вот так вот. Уже более детально расскажу эту историю, когда будем дома. Но это просто была проверка нервов, внимательности и прочего. Мы берем утку. Весьма презентабельно. Выезжаем. Ура! Не, наоборот, не ура. Что? Грустно, что уезжаем. Очень. Мне вообще не грустно. Мне просто настроение вот. Хотелось бы просто побыть побольше. Хотелось бы побыть побольше, но без приключений, да. Но в принципе и домой тоже очень даже неплохо поехать. Вот такая вот аппаратка. Чтобы налить водички в аэропорту.
Вот скажите, какой был шанс найти паспорт в таком огромном городе? В момент, когда на улицах праздники и просто очень много людей. Просто, наверное, за часов 5 до отъезда в аэропорт. Ну как? Как? Настолько, что сканировали просто по лицу. Мы даже не показывали свои билеты. Мы в Пекине. Полет был отвратительный. Я думала, что мы никогда не сядем, потому что он то взлетал, то садился, то крылышкой махал в разные стороны. Так себе удовольствие. Сейчас у нас будет трансфер. Как вам такой стакан воды? Колпак воды? Называйте как хотите. Вот и заканчиваем наше путешествие. Конечно, останется еще доехать, точнее не так, долететь до Москвы, а потом сейчас долететь до Москвы, а потом доехать до Беларуси на машине. Мы сидим все вчетвером в одном ряду. Все, мы прилетели. Дима не рад, что мы прилетели, а я рада. Поделитесь своими впечатлениями от поездки. Поездка веселая, с приключениями, ссорами, одновременно с доброй ноткой какой-то. Ну все, мы приехали. Надеюсь, вам понравилось это видео. Конечно, я бы очень хотела, чтобы оно было более ярким, включало в себя радостные моменты, красивые места. Но получилось как получилось, это жизнь, это тоже было отчасти интересно, особенно если вспоминать об этом, а не быть в этой ситуации, естественно. Конечно, опыт интересный, но больше хотелось бы его не повторять. И еще маленькая помарочка, я не сказала об этом в видео, но на момент апреля 2025 года, когда мы летели в Китай, мы летели через Москву. И в Москве у нас стали запрашивать визы в Китай. И нам понадобилось около 15 минут, чтобы доказать на стойке в аэропорту, что нам не нужны визы, если мы едем туда на определенное количество времени, так как мы белорусы. Поэтому, если ничего не изменилось, то будьте заранее тоже готовы, если вы едете без визы. Ну, а я заканчиваю это видео. Очень рада возвращению. Впереди у меня уже есть несколько видео, которые я тоже усердно делаю. Они уже о Беларуси, о наших походах, путешествиях по Беларуси. Очень рада, что вы посмотрели это видео. Спасибо вам большое. До новых встреч!